Сегодня интернет снова был шокирован небольшим, но значимым жестом от Ким Тэхёна, фигуры, известной не только как V из BTS, но и как поэтический художник, способный передавать эмоциональную глубину безмолвно. В эпоху, переполненную динамичным контентом и порой чрезмерными выражениями, Тэхён выбрал самый тихий, но в то же время самый глубокий способ высказаться – пост в Instagram Stories. Один скриншот. Одна песня. Один портрет единения. Но из этих трех простых элементов фанаты и даже публика, которая знает его только на расстоянии, внезапно почувствовали связь. Как будто Тэхён не просто делился моментом, но приглашал всех нас в сокровенное пространство своего сердца, обычно скрытое за безмятежной улыбкой и артистической выразительностью, которые он демонстрирует публике. В посте он был замечен слушающим песню Кенши Йонэдзу, японского певца и автора песен, известного своими проникновенными текстами и пронзительными музыкальными аранжировками. Песня, которая, как полагают, называется «Spinning Globe» или, возможно, «Limern», которая имеет ностальгическое и потерянное чувство, играет на фоне рядом с откровенной фотографией его и Пак Хёншика. Фотография не является типичным постом знаменитости. Нет драматического освещения, нет фильтров, чтобы изменить лица или подчеркнуть определенные эффекты. Просто два друга сидят вместе, казалось бы, наслаждаясь моментом без отвлекающих факторов, возможно, в тихом месте вдали от шума и суеты города. Хёншик тепло улыбается, в то время как Тэхён слегка откинулся назад, его взгляд направлен не в камеру, а вдаль, как будто погруженный в собственные мысли. И вот тут-то все и начинается. Поклонники, знакомые с характером Тэхёна, знают, что он никогда не публикует ничего без причины. Каждая выбранная им музыкальная композиция, каждый запечатленный им момент обычно несет в себе эмоциональный рассказ. Поэтому вскоре социальные сети наполнились домыслами, анализом и размышлениями армии по всему миру. Некоторые посчитали, что песня Кенши Йонэдзу отражает меланхолию Тэхёна, возможно, вызванную тоской по более простым временам с близкими, или, возможно, осознанием того, что все в жизни постоянно движется, вращаясь, как название вращающегося глобуса, но никогда не возвращаясь к прежней точке. Другие увидели в посте дань уважения дружбе. Для Тэхёна Пак Хёншик был не просто актером или коллегой из мира развлечений. Они были частью Уугр Сквад, избранной семьи, объединенной не проектами или деловыми интересами, а взаимопониманием, редким в этом мире масок. Они столько всего пережили вместе, от актерских проектов до частных отпусков и трудных времен, о которых СМИ никогда не рассказывали. И сегодня, этим постом, Тэхён словно говорит: «Я все еще здесь. Мы все еще вместе. Мир может измениться, но наша связь остается». Другие также не согласились со временем публикации этого поста. Почему именно сейчас? Был ли Тэхён в периоде саморефлексии после стольких лет после возвращения из армии? Чувствует ли он, что мир был слишком шумным в последнее время, и ему нужно успокоить свой разум воспоминаниями о дружбе и прослушиванием душевной музыки? Больше, чем просто вопрос, этот пост открывает широкое обсуждение того, как такая знаменитость, как Тэхён, все еще обладает такой глубокой человеческой стороной. Он не зацикливается на имидже. Он не занят демонстрацией гламурного образа жизни. Вместо этого он предпочитает выражать свои чувства красивой тишиной. И это то, что делает Тэхёна уникальным. В то время как многие люди стараются подчеркнуть свое присутствие с помощью контента, он выбирает эмоциональное присутствие. Песни, которые он слушает, изображения, которые он публикует, и друзья, которых он показывает, все это отражение того, кто он на самом деле. Чувствительный артист, теплый человек и верный друг. Многие фанаты также почувствовали, что этот пост был похож на теплые объятия. В мире, полном стресса и тревоги, вид двух друзей, все еще мирно сидящих вместе под аккомпанемент трогательной песни, давал чувство спокойствия и надежды.
что не все должно быть жестким и быстрым. Эту красоту можно найти в тишине. Эту близость не всегда нужно показывать, достаточно одного изображения, одной песни, одной скрытой истории. Пост стал символом очень многого – ностальгии, безмятежности, дружбы и поиска смысла. И для тех, кто следил за жизненным путем Тэхёна с самого начала, этот пост, казалось, дополнил более широкую картину того, кто он есть. Нет, это не просто история в Инстаграм. Это душевное послание, отправленное в визуальной форме. Это поэзия, написанная на языке тишины. Это косвенное послание от человека, который вырос, которому было больно, который слишком хорошо знает значение потери и единения. Сегодня Ким Тэхён в очередной раз доказывает, что он больше, чем просто звезда. Он человек, который честен в молчании, который верен в дружбе и который знает, что самые прекрасные миры иногда возникают без слов. И когда интернет снова гудел от обсуждения этого поста, Тэхён, вероятно, просто тихо сидел в углу комнаты, глядя в окно, позволяя песне Кенши Йонэдзу продолжать играть и молча улыбаться. В мире, который постоянно меняется, с постоянно звонящими уведомлениями и проходящими мимо новостями, сегодняшний пост Тэхёна – оазис спокойствия. Он не произносит ни слова, но именно в этом его сила. В его молчании есть история. В его молчании есть глубина. И в этой единственной истории есть послание, которое могут понять только те, кто выбирает чувствовать, а не просто видеть. Дружба, музыка и честность сердца – три элемента, которые кажутся некоторым тривиальными, но могут тронуть глубины души тех, кто чувствителен. Тэхён со всей своей искренностью показывает нам, что быть человеком – это не то, насколько мы громкие, а то, насколько глубоко мы можем любить в тишине. Сегодня он не просто опубликовал момент, но и напомнил миру, что даже в ярком свете софитов человек все еще может выбрать тишину. И сквозь эту тишину он говорит громче всех. Поэтому, когда экран телефона снова гаснет, а история исчезает через 24 часа, остается не просто фотография или песня, а чувство тепла, тоска по искренности и вера в то, что самые драгоценные моменты жизни не нуждаются в множестве слов. Потому что за экраном, за объективом и за тихим сердцем стоит Тэхён, тот, кто никогда не забывал, как тронуть мир одним простым постом.